Всем привет! Сегодня мы будем шить бортики в стиле бомбон. В таком же стиле можно сшить еще и одеяло, коврики, матрасики, все, что захотите. Бортики у нас будут состоять из подушек размером 30 на 60 сантиметров. На 3 стороны нам нужно 4 подушки, на 4 стороны нам нужно 6 таких подушек. Для одной подушки требуется 18 квадратов сантиметров 17 на 17 и 18 квадратов 13 на 13 сантиметров. Большие квадраты, которые у нас 17 на 17, мы вырезаем из ткани, которая у нас будет на лице. То есть у меня это будет цветная ткань, но у меня будет комбинированная. Если у вас остается множество различных лоскутков хлопка, можно скомбинировать из разных тканей, как это будет у меня. Вырезаем квадраты 17 на 17 сантиметров. На столе их раскладываем, комбинируем, как вы хотели бы, чтобы выглядел там рисунок из этих тканей. Квадраты, которые будут у нас снизу, которые 13 на 13 сантиметров, их можно вырезать из любой другой ткани. У меня это будет просто обычная белая вязь. Мы выкроили 18 штук квадратиков 13 на 13 у меня из белой вязи и 18 квадратиков 17 на 17. Они у меня все разные цветные. Теперь нам эти квадратики нужно очень хорошенько проутюжить. Наши бомбоны, их можно шить по-разному. Я вам покажу так, как будет проще вам шить дома на бытовой швейной машинке. Теперь мы берем квадратики, вот эти вот маленькие, которые у нас 13 на 13 сантиметров, и делаем в них надрез. Небольшой надрез — это отверстие, через которое мы будем набивать их. И так делаем в каждом квадратике. Такой вот у нас получается надрез. Где-то сантиметра 4-5 получается у нас вот это отверстие. Вы можете сделать любое, через которое вам будет более удобно набивать. Теперь мы берем большой квадратик и маленький и прикалываем к уголкам большой квадрат к маленькому. Все 4 угла закалываем, затем находим середину. Кому удобнее, можете заранее наметить на каждом квадрате серединку и делаем. Я делаю встречную складку. Можно сделать просто одну складку в одном каком-то направлении, вот так вот, например. Вот. Но мне больше нравится, когда складка встречная, поэтому я закладываю встречную складку. Вот так, такие две маленьких складочки, которые смотрят друг на друга, друг другу навстречу. Закалываю такую складку еще. Так мы делаем со всех 4 сторон, затем прошиваем. Такая вот сколотая деталька у нас получилась. Теперь мы прошиваем каждую сторону на
0,5. 0,5 это ширина строчки от края до самой строчки. Таким образом мы делаем все 18 штук деталек. 18 штук это у нас идет на одну подушку. Теперь мы начинаем сшивать эти детали между собой. Если у вас какой-то рисунок предусмотрен на бортиках, если из разных скомбинирован, то заранее разложите на столе, как они у вас будут, и отслеживайте то, к чему вы будете пришивать. Деталь у нас будет 3 в ширину и 6 деталек в длину, 3 на 6. Начинаем сшивать, сшиваем уже их между собой не на 0,5, а на 0,7 на сантиметр, чтобы у нас вот эта строчка, которая была, уходила в шов. Таким образом сшиваем всю деталь. Мы сшили вот такие вот полоски по 3 штуки. Теперь мы их, когда сшиваем между собой, обратите внимание вот на эти вот швы, которые при соединении у этой стороны мы его будем закладывать на эту сторону, с этой стороны на эту сторону, чтобы у нас не было толщины и шов распределялся равномерно. Можно эти места сколоть булавками, чтобы у нас он точно совпадал. Если ткань особенно разная, тогда вот этой неровности, несовпадения будет очень заметно. Поэтому мы их должны очень ровно прошить, чтобы было все красиво и аккуратно. Сшиваем также на 0,7 или на сантиметр, закрывая предыдущую нашу строчку. Вот у нас получилось ровненький тут крестик с такой ткани. Когда наши детали вся сшиты и готовы, мы их начинаем набивать вот через это отверстие. Набиваем холофайбером. Если вы не можете у себя в городе найти холофайбер, вы можете взять обычный синтепух и порвать его просто на волокна, чтобы он был такой, распушить его волокнистый, и набить им. По такому же принципу набиваем все остальные квадраты. Затем после этого вот это отверстие мы сшиваем обычной иголкой с ниткой, ну, как бы закрывая, фиксируя, чтобы у нас наш наполнитель холофайбер никуда не вылетел. Мы набили наши бомбоны, вот так вот у нас получилось. Теперь нам нужно пришить ленты. Ленты у нас для того, чтобы крепить бортики кроватки, нужно 70 сантиметров отрезать ленты. И их мы берем, будем вставлять по краям по 2 и по центру одну сверху. Получается 5 лент по 70 сантиметров. Ленту складываем пополам и на лицо вот сюда вот ее закрепляем. Сюда и в бока. Закрепляем ровно по центру между бомбонами на 0,1 на 0,2 к строчке.
по бокам также складываем 70 сантиметров нашей ленты пополам. По бокам лучше их закрепить чуть ниже. Ну вот как раз, наверное, начиная от складочки нашего бомбона. И нижнюю ленту. Нижнюю ленту прямо в самый низ в угол. Не доходя до конца бомбона, где-то сантиметр или полтора. Тоже начиная от складочки от этой. А с другой стороны то же самое. Так мы делаем на всех подушках, на всех деталях бортиков. После того, как мы набили и сшили наши бортики, нам нужно измерить, сколько у нас получилось в готовом виде, так как они у нас набитые уже сжались и такие стали пружинистые. Мы замеряем. Вот у меня получается 63 на 34. 63 на 34 я выкраиваю ткань и утеплитель. Вырезаем утеплитель под эту детальку. У меня это сотка, вы можете взять любой. Потом этот утеплитель можно либо расстегать, либо просто закрепить по контуру этой детали. Это уже на ваше усмотрение. Прошиваем на 0,5. Весь потом лишний утеплитель можно срезать. У меня тут чуть-чуть получилось больше. Лишнее мы срезаем. Утеплитель. Теперь можно закончить пошив бортиков двумя способами. Либо мы накладываем эту деталь лицом к лицу и прошиваем, оставляя отверстие, выворачивая и потом зашивая отверстие. Либо мы можем сложить эти детали друг на друга и окантовать косой бейкой. Я буду сейчас прошивать и выворачивать, то есть косой бейку сейчас я использовать не буду. На бытовой машинке, наверное, вам лучше использовать косую бейку, так как тут уже так у нас плотничком бомбоны набиты, и будет, наверное, машинке сложновато. Ну, попробуйте решить сами, как вы будете делать. Строчку берем тоже на 0,7, на 1 сантиметр от края до строчки. И растрачиваем, так приминая нашу набивку. Смотрите, чтобы здесь швы, вот эти вот наши складочки ровно ложились, чтобы они у нас не заминались. Их тоже нужно вот так вот как-то прижимать немножко. Ленту мы внутрь тоже все убираем. Мы оставили отверстие, и через это отверстие теперь выворачиваем нашу подушку.
перед тем, как выворачивать, еще нужно срезать вот эти вот уголки. Вот так вот. Они у нас срезаются. Для того, чтобы потом ровный уголочек у нас был заложен. Теперь это отверстие, через которое мы выворачивали, можно также подшивать либо потайным стежком, либо аккуратно в край на машинке. Такой вот у нас получилась одна деталь бортика. Сейчас можно их немного отутюжить, отпарить, не сильно прижимая утюг к самим бомбонам. И все, и деталька наша первая готова. Еще нужно, если я уже говорила, на 3 стороны кроватки нам 4 таких подушки нужно. На все 4 стороны нам нужно 6 таких подушек. Слегка не прижимаю утюг, отпариваем их еще раз. В такой технике вы можете сшить одеяла, и большие одеяла, и маленькие, коврики, и матрасики. Такая интересная техника, требующая достаточно много времени. Наверное, поэтому все рукодельницы берут не очень маленькие деньги за такую работу. Всем пока, подписывайтесь на наш канал. Я надеюсь, у вас снова все получится.